Друзья, всем привет! Мы сегодня находимся на гоночном треке, который принадлежит корпорации Geely. И вы знаете, сегодня мы хотим рассказать об автомобиле, который встряхнул индустрию. Ведь сегодня на дорогах вы все, что можете увидеть, это седаны и кроссоверы. Но Geely, а вернее их подразделение Lynk & Co, решило перевернуть, встряхнуть этот рынок и показать миру первый в мире свой универсал. Если честно, у меня всегда было представление, что универсал — это что-то такое, знаете, пенсионерское. Ну, для тех, кто любит поехать на дачу, там, привезти картошку, отвезти обратно. Но то, что они здесь сделали, это настоящий гранд-турер, напичканный технологиями от носа до кормы. Мы посмотрели презентацию, мы прочитали про него все, и то, что они сюда положили за эти деньги, в максимальной комплектации, чтобы вы понимали, в максимальной комплектации 185 тысяч юаней. 185 тысяч юаней. То, что здесь есть, вы сейчас узнаете, вы просто обалдеете. Давайте разберем, почему так дешево. На самом деле ценовая война в Китае продолжается, несмотря ни на что, несмотря на какие заявления. И вот у Lynk & Co, у бренда Lynk & Co, продажи просели в последнее время. И вот здесь они, видимо, решили достать из рукава все тузы, выложить их на стол и показать вот этот замечательный автомобиль. К слову, ребят, они еще выпустили лимитированную версию за 208 тысяч юаней. Но она была распродана в считанные часы. Все машины, которые были выпущены, были распроданы. И вот там вот такой вот прям синий салон, посмотрите. Да, на заводе мы ее видели. Раньше всех, так сказать. Удивил автомобиль очень сильно. 07 GT выглядит невероятно стремительно. Вы только посмотрите на этот дизайн. Инженеры отказались от квадратных рубленых форм, которые мы привыкли видеть в универсалах. Линия окон круто уходит вверх. Двери сделали без рамок. А спереди, между прочим, установлена классная решетка радиатора. Дизайн, который вдохновлен гоночным клетчатым флагом. Оптика — это отдельный разговор. У Линка она мне всегда нравилась. Только посмотрите на нее. Да, для кого-то это спорно. Но эти клыки говорят сами за себя. В общем, такой, знаете, киберпанк будущего. Но самое интересное, что под этой оберткой скрыт настоящий танк в плане безопасности. Каркас кузова выполнен из высокопрочной стали прочностью 2000 мегапаскалей. А это в несколько раз прочнее сплавов, из которых строят атомные подводные лодки. Заглянем под капот. Это у нас продвинутый подключаемый гибрид последней разработки. Здесь 1,5-литровый турбированный двигатель и электромотор. Если вы выбираете полноприводную топовую версию, то получаете сразу два электромотора и суммарную мощность 530 лошадиных сил. Да, это тяжелая большая семейная машина, но выстреливает до сотни она за 5,5 секунд. Для такого автомобиля это супер. Батарея здесь называется «Золотой кирпич» Golden Brick. Она литий-железофосфатная, супербезопасная, не склонная к возгоранию и живет очень долго. Емкости ее хватает, чтобы проехать до 200 километров. Чисто на электричестве. То есть, в принципе, вы можете всю неделю ездить по городу, не тратя свой бензин. Драгоценный, между прочим. Ну, а на выходных можно заправиться бензином, зарядить батарейку и рвануть на 1422 километра запаса хода без дозаправки и дозарядки. Да, а я хотел бы отметить, что здесь трехступенчатая гибридная коробка, вот, которая умная. И вот благодаря ней у вас расход топлива даже при высаженной батарейке всего 5,5 литров, между прочим. Давайте сядем в салон. Перед нами здесь минимум физических кнопок. Стандартный, я бы сказал, 15-дюймовый экран. А вот проекция здесь на 95 дюймов. Вот это уже сильно. А вся эта электроника работает на сверхмощном процессоре, который вообще не тормозит. Естественно, кресло с вентиляцией, массажем, подогревом. Даже есть подогрев руля. А самое вкусное, что здесь Harman с 23 динамиками. Я, ребят, сейчас буду на эмоциях это все рассказывать, потому что мне автомобиль очень нравится, как внешне выглядит, так и как ты в нем себя ощущаешь. Это спортивный, заряженный вагон. Вот если вы о таком мечтали, либо мечтаете, и вам такой нужен, вот другого нету сейчас на рынке, кто бы мог что-то предложить подобное за эти деньги. Да, есть автомобили круче,
которые, возможно, там едут где-то поинтереснее, с ускорением, имею в виду. Но там и цена абсолютно другая. Здесь же за этот вагон в Китае сейчас просят всего лишь навсего 163 тысячи юаней. Это что-то с чем-то. И это гибрид. Это гибрид, который на любых скоростях, он может вам выдавать всю мощность, потому что это не последовательно, это параллельно. Плюс ко всему, вы можете 1,6 тонны тянуть и вертикальная нагрузка на 65 килограмм. Для меня, допустим, это вообще супер круто, потому что можно поставить электробайк, уехать в горы. Красота. Слушайте, мы сейчас в Ханчжоу. Здесь солнце супер ярко. Мне кажется, даже ярче, чем у нас на югах. И вот при этом, при всем, проекцию видно очень хорошо, очень ярко. Гоняли на GX тут и у нас на югах. Мне не очень понравилась проекция. Здесь мне проекция больше нравится. И чтобы вы понимали ее ширину, это вот вы видите ее примерно как в полосу автомобильную. У этого автомобиля мне очень сильно нравится руль. Здесь обилие физических кнопок, есть джойстики с регулировками и тому подобное. Надеюсь, Алексею они тоже понравятся. Конечно, автомобиль меня отсылает к тем чувствам, что у меня были в студенчестве, когда был очень популярный Golf 5, вагоны, все вот это вот, и посадка. Это здесь она как будто бы вот родная, знаете. Да, конечно, я в последнее время привык ездить на крупных автомобилях, SUV, MPV, но вот здесь мне прям нравится. Зеркала хоть и безрамочные, но по мне так маленькие. Они вот прям вот как от Zeekr X. Сиденья здесь принимают вашу форму сразу же. Хоть у меня широкая спина и объемная талия, мне здесь комфортно. Вопросов у меня здесь нет к посадке. То же самое к педальному узлу. Вопросов у меня нет. Тормоз, газ, они понятные. Интуитивно сразу же понятное. К рулю особенная у меня сейчас любовь. Вот эта вот форма, вот эти вот выемки всегда нравились. Вот обожаю это. Интересный момент про автоспорт. Компания заявляет, что отправляет 07 GT на ралли. Конечно, в международное ралли WRC этот 5-метровый гигант не пролезает, там гоняют компактные хэтчбеки. Но бренд целится в ралли-рейды, то есть в тяжелое бездорожье, типа Дакара. Да, понятно, что это будет не этот стандартный универсал из салона, а специально построенный гоночный монстр. Но то, что компания берет свою платформу от обычного семейного автомобиля и бросает ее в песок, в грязь, на трамплины, отлично показывает уверенность их в своих технологиях. А теперь я прочувствую этот автомобиль. Выезжаем на стартовую полосу и пробуем, на что он способен. Мы можем выбрать разные режимы. Это умный, электрический, спортивный, либо режим снега. Но мы поедем спортивно. Заходим в него. Машину несет, но не сильно. Так ты заложил-то, будь здоров. Да. Отлично, вообще, слушайте, шикарно. Просто великолепно. Вы знаете, обычно универсалы бывают либо слишком мягкими, которые валят вот так вот, да, либо слишком жесткими, которые вытрясают вашу душу. Но Lynk & Co здесь решила эту проблему. Они поставили сюда суперсовременную магнитореологическую подвеску, которая устанавливается в спорткарах. Звучит, наверное, сложно для кого-то, для меня тоже было в какой-то момент сложно, но когда мы разобрались, что это такое, стало все просто. Оказывается, в амортизаторы заливается жидкость, где имеются электромагнитные частицы, которые при воздействии тока становятся либо жесткими, либо мягкими. И вот при помощи лидаров, радаров, всей этой системы машина за миллисекунды может менять жесткость подвески.
Когда мы говорим про универсал, мы ожидаем огромный багажник. Здесь он не огромный, но вместительный. 548 литров у полноприводной версии и 614 у моноприводной. Почему 614 у моноприводной? Потому что здесь у нас есть подпол моноприводный, а у полноприводной нету. А где розетка внутри салона? Вот я и говорю, вот сразу бросается в глаза, что ее тут нету. Вот меня это как-то вот... Конечно, это Удивляет. кемпинговый Почему? автомобиль, на котором ты выезжаешь на природу, у тебя внутри должно быть всякое, что ты можешь подключить. Проектор и тому подобное. Как-то не камильфо, когда у тебя 6 киловатт торчит из внешнего питания, и ты вот это вот все заводишь. Дальше. Если мы разложим сиденье, у нас получается у полноприводной версии 1600 литров, у моноприводной 1665. Даже с матрасиком будет так себе. Короче, палатку ставим и не паримся. Да, я согласен, за счет того, что покатое заднее стекло, сам форм-фактор такой, что вот если бы оно было вот так, тогда сколько бы места можно было. А это же не просто тебе вагон, это вагон GT. И все GT подразумевают то, что форм-фактор такой. Вот. Но так или иначе, места достаточно. Да, и если мы можем тулинг поставить сюда, либо палатку, тогда... Нет, автомобиль, Леха, супер утилитарный, быстрый, комфортный, фаркоп такой-сякой, тебе и вот и поставить, и вот прицепить, тянуть с собой. Ну куда? За эту стоимость, что они предложили тут в Китае, я понимаю, что в России это дорого, блин, капец, как? Неадекватно из-за того утиля. Но вот здесь, это же так, это просто... Я бы сейчас был 25-летним пацаном, я бы все, я говорю, я бежал бы покупать этот автомобиль. Там же еще есть куча доп-функций. Да. Вот, доп-функций тоже очень много. И вчера нам на презентации рассказали, что сейчас при первых заказах на 12 тысяч юаней вы можете получить всякие плюшки бесплатно. Пока. Шины здесь хорошие, Goodyear, размер 245 на 40 R19. Одинаковые, что спереди, что сзади. Тормоза вентилируемые, и вот на презентации они вчера хвастались, что диаметр 360 мм, а толщина 30. По тормозам ничего сверхъестественного. Спереди 4-поршневая система, сзади обычная скоба. Ну и про подвеску. Спереди Макферсон, сзади многорычажка. А если вы считаете, что вам этот автомобиль не подходит, связывайтесь с нашими менеджерами, они подберут тот автомобиль, который вам действительно нужен. Привезем как БУ, так новые электрички, гибриды и ДВС. Теперь мое мнение, оно, как у нас в последнее время часто бывает с Антоном, отличается от его мнения. Прошли те времена, когда мы любили одинаковые машины. Честно. Что ты смеешься? Развод. Да, развод. Ну, эту дорожку там подстал, на скользкую. Нет, реально, ребят, вот я в этой машине себя чувствую ограниченно. Но мне, на самом деле, очень мало здесь пространства, воздуха. Лобовое стекло, оно здесь кажется маленьким. Я понимаю, что это форм-фактор автомобиля такой, то это низкий автомобиль, здесь по-другому никак, это не SUV. Но вот ехать здесь, конечно, нужно на дне, опускаясь в самый... Хотя, а я так в самом низу еду. Я даже выше себе поднять не могу, потому что иначе я тогда упрусь головой в потолок. То есть здесь вот я сижу, еду практически в самом низу. Чуть немножечко приподнялся, буквально на сантиметр, чтобы как-то лучше ощущать габариты. Вот знаете, такое все, я бы сказал, наверное, может быть, непривычное, но мы катались вчера на этом автомобиле, мы катаемся сегодня на этом автомобиле. И привыкнуть как бы для меня сложно. Я все-таки привык к большому простору, я привык к большому остеклению, к большим зеркалам. Зеркала есть маленькие, прям такие, знаете, миниатюрненькие, я бы так сказал. Благо, есть приборная панель, есть хорошая проекционная картинка, есть дисплей, приборная панель, и все это оставили. И то, что мне нравится, да, как сказал Антон, это большое количество физических кнопок. Что здесь, все это есть, то есть можно переключаться, можно менять, все настраивать, не заходя в систему. Отдельное спасибо им большое за то, что есть физические кнопки для настройки зеркал. Посадка здесь хорошая, я сижу, меня не жмет, не поджимает, ногу я могу выпрямить до конца. Я сейчас, кстати, между прочим, даже не сдвинул кресло до конца. Я могу еще назад даже сдвинуться, вот так вот.
То есть я сижу здесь, в принципе, комфортно. Вся эргономика сделана хорошо, все комфортно. Вид, опять же, через заднее стекло хороший. Здесь не узенькая какая-то амбразура. Ну что, сделаем замер на вшивость. Из чего же состоит 07 GT? Слушайте, автомобиль-то полностью весь оцинкованный. Причем слой краски не маленький. 140 везде, 92 на порогах. А сейчас тот замер, который я ждал весь обзор. Потому что мне интересно, сколько же здесь клиренс? Вот они позиционируют машину как машину для путешествий. А как можно ездить в путешествие с низким клиренсом? Пневмы здесь нету, между прочим. Давайте найдем. Я сейчас найду самую низкую точку. Обязательно сейчас найду ее. Ну что, друзья мои, любители вот этих селедок. Знаете, сколько здесь? 13 сантиметров. Машина для путешествий у них. Причем 13 сантиметров до трубы. Это не до защиты двигателя, а до трубы, которую повредить будет очень и очень легко, любым камешком. Не. Без ног. Да. Нет, да. Нет, да. Ну хреново, что? Ну я что могу сказать? Ну это разве клиренс? Ну, поэтому я изначально сказал, что сюда просится пневма. Нафиг мне МРС, поставьте пневму, как опцию, чтобы я точно мог понимать, что я могу куда-то выехать на ней прям далеко. А здесь даже, правильно ты сказал, и по Китаю не везде. Ну чего смеяться, у меня в айдишке 6-й клиренс больше. Ширина автомобиля 1,9 метра. Это, знаете, это, наверное, из последних автомобилей, которые мы тестировали, один из самых узких автомобилей за все время. Неудивительно, что я ощущал себя как-то скованно внутри. А вот салон на самом деле средний, не маленький. 1,46 м спереди, а сзади 1,38 м. Ой, а сзади-то, слушай, маловато, Антон. А вот давай проверим, как Давай проверим, да. Так, слушайте, ну и опять же нет вот этих крепежей для хлястиков, которые копеечные, которые стоят там 1 юань, да? Ну, сделайте вы это. Полтора, ладно, полтора, хорошо. Полтора, да, это уже дороговато, конечно. Так, ну что, задний ряд. Нам с тобой вдвоем очень комфортно. Сзади комфортно. Все, супер. У меня даже хватает здесь высоты прямо вот больше кулака. У меня рост 1,85 м, Антона 1,78 м. Ноги. У нас кресло сдвинутое здесь практически до максимума, да, даже до максимума. Нет, здесь очень комфортно в этом плане. Комфортно, хорошо. Подлокотник крепкий, прочный. Подстаканники есть, подстаканники с упорами. К сожалению, нету здесь трехзонного климат-контроля. На задний ряд, то есть вы ничего отдельно не подадите. Только вот система, которая общая у вас идет. Но за дефлекторы, кондиционирование, спасибо. По музыке что ты скажешь? Да, нормально. Хочется, по-моему, обновления системы. Как будто бы вот не здесь хватает. система Harman Kardon, да, и как будто бы она немножечко чуть недостроена. Потому что 29 динамиков Harman Kardon должно звучать немножечко получше. Причем все автомобили, которые мы тестировали у Линка с Харманом, звучание было превосходное. Здесь вот надо чуть-чуть, видимо, системы доработать, сейчас эквалайзер подстроить. Мне очень понравилось, как наведет себя в потоке. Машину не кренит, легко управлять машиной. Из полосы в полосу просто вот так вот перебегаете легко. Сзади там, правда, Антон кофе сегодня на себя пролил. Но это я там похулиганил чуть-чуть. То, что не нравится, что нету эко-режима. Нельзя переключить его. Вот есть у нас 4 режима. Есть у нас умный, электро, спорт и снег. Почему-то они решили, что снег это вот такой вот важный режим, который нужно вынести отдельно вот сюда вот. Ни песок, ни грязь, ничего, а вот именно снег. Нацеливаются, да, на какие-то северные регионы. Есть вот такие моменты, которые, возможно, они доработают с прошивкой, потому что автомобиль только-только вышел, это самая первая прошивка у него, еще, можно сказать, тестовая даже, наверное, прошивка. Несмотря на то, что Алексей опустился практически в самый низ, у меня ноги, правда, в лоферах, в больших кроссовках бы не залезли, но и здесь у меня под ним, за ним кулак и 2 пальца. Мне здесь точно очень комфортно сидится, но вопрос, нафига мне электрорегулировка сиденья, наклона спинки, если нету обдува? Ну, добавьте мне вентиляцию, пожалуйста, я ручками могу себе вот сделать вот это вот, а вот так вот обдувать ручками неудобно. Кстати, хорошо-то как было. Следующий минус – это вот эта крыша. От нее идет большой жар. Я ощущаю, что крыша у нас открытая. Шумоизоляция, друзья. Вот сейчас у нас здесь поток машин, там где-то цикады сзади. Закрываем все это дело. Становится тихо. Шумоизоляция хорошая.
Я бы не сказал, что она самая лучшая, она хорошая. Антон, как у тебя сзади? Мне очень нравится, если честно, шума из задних арок я не слышу абсолютно. От стекла тоже шума у меня нету. Мне здесь комфортно. Несмотря на цену автомобиля, мне здесь очень круто. К плюсу HUD я бы отнес то, что в очках, в любых, вы совершенно хорошо ее видите. К HUD вопросов нету. Следующий классный момент – это вот такие вот крепежи, которые, сами знаете, кто придумал. Сюда можно цеплять камеру. Еще один крепеж вот здесь под зеркалом. Сюда тоже можно прицепить какую-то камеру. Ехать, снимать ваше путешествие. Вообще, они на презентации вчера нам позиционировали автомобиль этот как автомобиль, предназначенный для путешествия. То есть это и фаркоп, да, и гибридная система, и крыша усиленная, на которой можно разместить 150 килограмм. То есть большая раскладывающаяся палатка с двумя взрослыми людьми. Это вот то, что мне нравится в моем Polarstone. Здесь они сделали это вот в такой маленький компактный автомобиль. Ну как маленький, 5-метровый. Но знаете, он выглядит, конечно, таким компактным по сравнению с этими бегемотами, которые сейчас на дорогах ездят. Прикольно, что у меня есть регулировка по высоте сидушки. Да. Вот это прям, я люблю, когда она здесь есть. Не везде есть, Да, не везде согласен. есть. Согласен. Бардак. Хороший, А4 вместительный. нормально влезет. Вот здесь классная штука. Маленький, конечно, холодильничек, но все равно вот для водителя, да, ты едешь в дороге, в путешествие, опять же, там какая-то бутылочка у тебя с водичкой. О, стакан влезет. Вылезает даже стаканчик, да? все. Здесь поэтому... Можно остудить от минус 6 до плюс 50 градусов холодильник. Холодильник не нужен, можно вот так вот раз сделать, и у вас полочка. Документ. Маленькая какая-то, да, под документики. Для передней зоны здесь всего достаточно. Здесь раздельный климат-контроль, у тебя регулировка, обдув, массаж, сиденье, все есть. Поэтому у меня вопросов к переднему ряду вообще ноль. К заднему есть только. Да, к дивану есть вопросы. Друзья, вот такой спорный автомобиль получился. Сегодня у нас с Антоном прям вот так вот такой диссонанс был везде на протяжении всего ролика. Но он единственный такой в своем классе. Правильно Антон говорит, что конкурентов ему нету на сегодняшний день. Никого вы не назовете. Попробуйте вот сейчас написать в комментарии, кого сопоставить в конкуренты ему. И мы вам дадим... всех факторов. Да, если учитывая именно, да, все факторы. А мы вам дадим ответ на ваши какие-то замечания. Поэтому пишите, конечно, нам все интересно. Антон, ну а ты что скажешь? Вот взял бы ты сам или нет его? Да. Антон взял, понятно. Ну, в общем, все понятно. Теперь С ним ждем. все понятно. С ним все понятно. А теперь ждем ваше мнение. Ну и не забывайте, конечно, что у нас есть другие соцсети, телеграм-канал, где каждый день выходят интересные новости. И с вами, как всегда, была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Всем пока. Жамкайте колокольчик. Как она хорошо едет, а?